давайте сразу же проанализируем эту ситуацию. Порог оцинкованный, изнутри он не сгнил, даже не заржавел. То есть делаем вывод, что в целом его можно не грунтовать перед привариванием. Но там, где вы привариваете, видите, ржавчина пошла. Соответственно, обязательно нужно его после приварки обработать, залить какой-нибудь антикор, либо специальный, либо самодельный. Все это я буду делать, но буду делать потом. И вот здесь вот, где ржавчину не удаляли, не преобразовывали, не останавливали и не грунтовали, она начала прогрессировать и распространяться, стекать на цинк и разрушать его. Если бы изнутри хотя бы это чем-то обработали, я думаю, прожило бы гораздо дольше. И здесь в торце тоже была сварка, и тоже все это начало гнить. В принципе, я предполагал, что здесь будет все именно так. Я хотел сказать не это. Я хотел обратиться к тем ребятам, которые делают подобную залипуху. Либо там монтажная пена в пороге, либо еще что-то. Значит, ребят, смотрите. Жизнь устроена таким образом, если ты делаешь что-то нечестно, вот, к примеру, ты там на ржавчину наварил, там обманул либо клиента, либо того, кому продал этот автомобиль, знай. Такое западло, оно прокатывает поначалу, но рано или поздно закон кармы тебя настигнет. Любой бизнесмен, который делает нечестно свой бизнес, знаете, рано или поздно его бизнесу приходит конец. Потому что постоянно обманывать человека в принципе невозможно. И знай, пока ты будешь лепить вот такую залипуху, в твоей жизни постоянно будут проблемы с деньгами, проблемы с отношениями, с друзьями, и еще там со здоровьем. Ты думаешь, все это просто так? Нет. Рано или поздно все, что ты насобирал, вот эти вот деньги, вот таким вот образом, ты потеряешь. Это я тебе просто гарантирую. И лишний раз, когда ты будешь вот делать что-то подобное, задумайся. Может, я просто сделаю, уделю чуть-чуть больше времени и сделаю человеку нормально. Тем самым в мою карму придет плюс, а не минус. Ну и после того, когда мы вырезали весь трухлявый гнилой металл, осталась, понятное дело, какая-то поверхностная ржавчина. Сейчас мы ее удалим, остановим и законсервируем. Я объясняю еще раз, те, кто не знает. Ржавчину можно удалить не до конца, но главное прикрыть ей доступ кислорода и влаги. Она, получается, как консервируется и не будет дальше распространяться. Такая у нас задача. Погнали!
вычистил всю ржавчину, остановил ее козьей подливой. Значит, смотрите, вот эту вот часть я практически не трогал, потому что я ее буду потом вырезать и выбрасывать, буду вставлять новую. Сейчас я ее не трогал, потому что она нам дает дополнительную жесткость. Так как я здесь все убрал, если я уберу еще и эту часть порога, мало ли куда-то что тут поведет. Значит, смотрите, что важный момент. Этот порог изначально по заводу состоит из двух частей. Внутренняя часть порога и наружная. А в большинстве автомобилей делается немножко иначе. Из трех частей. Из внутреннего, посередине усилитель и третья часть это наружная. В принципе, я здесь буду применять именно тот вариант, где используется и внутренний усилитель. Здесь какая-то вот херобора это была непонятная. Как правило, большинство этих автомобилей здесь с проблемами. Видите, выдавливает порог. Поэтому лишний раз мы перестрахуемся и сделаем порог гораздо жестче. В принципе, как я делал с той стороны. Хочу сразу сказать, что вот это вот за расстояние. Почему именно вот эта вот высота? Объясняю. Я сразу подошел к тому порогу, который я буду варить. Расстояние отсюда и вот до самого низа ребра, это 16 сантиметров. Значит, смотрите, что я сделал. Вымерил вот это вот расстояние, перекинул это расстояние сюда, потом перекинул его сюда и отмерил от низа этой пластины до вот этой вот черты. Это является вот это вот расстояние 16 сантиметров. То же самое я сделал и там. Тем самым получили то, что нам необходимо. Сейчас я привариваю пластину, но перед этим я ее зачищаю, а потом уже наращиваю усилитель. Погнали!
Так, внимание, сейчас очень важный момент. Там я сделал одну прихватку. Сейчас я возьму профильную трубу в длину вот этой вот пластины. Двумя зажимами прихвачу. Это я сделаю для того, чтобы пластина приняла ровную форму. Потому что сейчас она будет по-любому играть. Если я сейчас приварю здесь, то тогда уже ровно ее практически будет не сделать. Вот я даже вам сейчас покажу, как она выглядит. Она не ровная. Видите, она дугой. Поэтому это необходимо сделать заранее, потому что когда я сейчас буду сюда ставить саму трубу, вот эта вот часть, она будет ходить. И как только я выставлю именно ровно, только тогда я прихвачу здесь. И вот что я заметил. Я понял, что этот порог когда-то обрабатывали. Посмотрите, видите, просто сухая поверхность. Когда я начал зачищать, смотрю, желтый цвет. Это мовиль. Почему я говорю, что никогда не обрабатывайте порог мовилью? Потому что через пару лет это все пересыхает. И становится просто коркой, что не защищает ваш порог от коррозии. Ребят, не помню, говорил вам, не говорил. В Инстаграме, в Телеграме точно уже в своем сказал, что вот этот вот баллончик грунта, когда ты его переворачиваешь, он все равно подает краску. То есть он работает в любом положении. То есть ему вообще до фонаря. Но проблема вот в чем. Что вот этот вот носик, он чистится, как правило, следующим образом. В обычных баллончиках ты переворачиваешь, краска перестает идти, и носик продувается. В этом случае этого не сделать. Но для этого существует разбавитель для переходов. По факту это тот же самый растворитель, разбавитель. Я отсюда колпачок скидываю, беру вот этот вот колпачок, ставлю сюда, делаю раз-два, все. И он чистенький и опрятный. Потому что завтра вполне возможно дырка сможет уже засохнуть здесь, и можно его выбрасывать. Ну, либо где-то надо будет искать такой пистон. Принимайте на вооружение.
Итак, не разбегаемся, ребята, как всегда в конце пару слов. У меня очень часто спрашивают, зачем ты делаешь это, проще ее выбросить и как бы забыть про это, потому что на этом не заработать. Ребят, абсолютно с вами согласен. Но если у тебя в жизни с деньгами не стоит остро вопрос, то есть у тебя есть возможность где-то зарабатывать деньги, то ты обязан заниматься чем-то, что приносит тебе удовольствие. Если ты всю жизнь свою кладешь на смысл зарабатывания денег, то в твоей жизни счастья как такового не будет в принципе никогда. Почему? Потому что, во-первых, в жизни всех денег не заработать, а во-вторых, это очень легко потерять. И если ты занимаешься тем, что ты не любишь, и собираешь себе эти деньги, покупаешь эти машины, поверь, рано или поздно это может у тебя просто пропасть. Легко, очень легко. Но если ты занимался чем-то, что ты любишь всю свою сознательную жизнь, пускай ты, может быть, и не накопил тех богатств, богатство все равно с собой не забрать в конце, сами прекрасно понимаете, то по факту весь промежуток ты кайфовал. Что может быть еще более ценно, чем просто кайфовать, чем ты занимаешься? Я говорю в первую очередь, если с деньгами вопрос остро не стоит. Последние лет 30, наверное, стало очень модно не работать физически. Но я вам скажу так. За собой я замечаю следующую тенденцию. Если я сижу дома, ничего не делаю, то начинаю смотреть, кто там чего-то добивается. В моей голове какие-то закрадываются мысли. Я там начинаю страдать какой-то ерундой, начинаю себя изнутри съедать. Появляются всякого рода депрессии, апатии. Но когда я работаю физически, как бы я сильно не убился к концу дня, уставшие руки опускаются, что такое депрессия, мой организм не знает в принципе. Откуда это все происходит? Наши организмы с вами формировались тысячелетиями. Если ты лежал в пещере и ничего не делал, то рано или поздно приходил лев, съедал тебя, там, или мамонт на пику садил, неважно. То есть ты, грубо говоря, умирал. Таким образом и сейчас тебе организм твой говорит: братишка, хорош сидеть, сделай что-нибудь, потому что рано или поздно тебе придет крантец. Но когда ты работаешь физически, в твой организм поступают какие-то гормоны непонятные. Ты просто от этого кайфуешь. Возьмите любого айтишника, который не работает физически, пускай у него достаточно денег, пообщайтесь с ним. Вы где-то в глубине души у него услышите, что этот братишка очень сильно страдает. А страдает он только потому, что он не работает физически. Каждый мужик для полноценной жизни, он должен делать что-то руками. Но в первую очередь он должен это делать самостоятельно. Пускай на работе он работает на лопате, но в свободное время он что-то должен творить руками. И вот тогда его жизнь будет полностью полноценной. Вот вам мой ответ, почему я занимаюсь вот этой хероборой. Просто я от этого кайфую. Вот и все. И желаю вам того же. Все, ребята, всем счастливо и пока.